Так, господа, начинаем наш ежедневный обзор рынка до основной сессии. Ну, значит, смотрите, давайте, значит, подведем итоги вчерашнего дня. В итоге, как я и предполагал, что мы не пробьем 4300 и не выйдем в итоге за 4315, так оно и произошло. В итоге мы откатили на 280, и смотрите, сразу берем фьюч, он пробил 260, как я вам вчера говорил, что если мы пробиваем 260, то мы начинаем уходить на коррекцию 4200 и 4000 в перспективе. Надо учитывать, что сейчас, конечно, во-первых, надо понимать, что ситуация с 25 на 27 августа, да, там у нас будет как раз симпозиум по денежно-кредитной политике. И это, безусловно, перед этим я вам сразу говорил, что рынок может вполне себе съехать. Более того, данные, которые, так сказать, предоставил ФРС по своей, скажем так, протоколам и плюс, соответственно, ситуация, связанная со всеми комментариями, они тоже говорят о том, что, конечно, продолжается будет ужесточение денежно-кредитной политики, по крайней мере, на данный момент. И все это рынок, безусловно, воспринимает сейчас негативным ключом. Более того, неизвестно, то ли 0,75, то ли еще жестче может, скажем так, собственно говоря, ФРС поднять ставку. Все это сейчас, безусловно, начал давить на рынок. Я уже говорил, отчеты закончились, держать больше не на чем. И, в принципе, наша ловушка 4200 начинает вступать в силу. Я вам говорил, что я не верю, что все равно мы должны будем откатить 260. Вот сейчас начинается пробой как раз 260, это середина коридора. И вот даже по волновому циклу мы, в принципе, видим конкретно коррекцию. Конкретно, если смотреть по волновому по FIBA, он просчитывает 4100, 440 и 3960. Мое мнение, вначале будет 4200, ну, возможно, пойдем на 4000, хотя почему-то мне кажется, что пока в начале хотя бы 4200 будет коррекция, может быть, оттуда начнется постепенное сползание, но на самом деле как бы 4200 еще вполне могут удержать. Тут достаточно серьезная у нас поддержка, годовая цель находится в районе 440, и, в принципе, верхняя граница вот этого, нет, простите, нижняя граница историческая как раз находится на 4220. То есть, на самом деле, вот где-то в районе 4200 вполне себе можно было бы и скорректироваться. Далее смотрим. Десятилетки сразу пошли вверх. Обратите внимание, начинают они разгоняться в районе трешки, как я и говорил, что это, скорее всего, будет происходить. Нефть при этом, обратите внимание, в итоге удержала ровно 96. Смотрите, прям ровно мы этот уровень держим. Вчера мы его пересекали, и сегодня мы откатываемся ровно на его удержание. Это я говорил про то, что как раз отсюда могут восстанавливать за сотку. Очень важно удерживать нам 96. Был момент, мы сегодня его проваливали до 94 и опять на 96. Но надо учитывать, что тут ситуация, конечно, с иранской сделкой и плюс общее замедление на экономике. Общее, не конкретно США, а общемировое. И типа это будет сдерживать спрос. Поэтому, как бы, ну, короче, нашли очередной манипулятор для того, чтобы давить на цены на нефть. Это все как обычно происходит. Значит, смотрите, золото. Золото пока на 1770 удерживается. Еще раз говорю, возврат на 1810 вполне себе ожидаю. Значит, по фьючерс S&P сказал уже, да, что мы пошли на пробой. NASDAQ, конечно же, сейчас, скорее всего, будет откатывать в район 12700 вот сюда, в эту зону. Ну и 12400, я думаю, это будет минимум. Рассел то же самое. Откат будет сейчас где-то 1960, 1940. Если будет пробой 940, то 1880. Дальше. Плюс надо не забывать, что в пятницу еще закрываются опционы, я уже говорил, месячные. Поэтому это тоже может как бы дополнительно дать драйвер для, собственно говоря, по снижения. Смотрите, индекс РТС у нас постепенно пытается пробить на 1180. Но это пока как бы ни о чем не говорит. То есть здесь, в принципе, скорее всего, такая рейнджевая будет все равно удержание. Будут попытки, может быть, выйти за 1220, но я пока слабо верю, что мы пройдем первый квартал. Будем наблюдать дальше. Значит, индекс Мосбиржи, наоборот, у нас немножечко откатил, держит в районе недельной коррекции. Значит, доллар-рубль продолжает укрепляться, рубль, потому что экспортеры продолжают продавать свою выручку, как мы знаем, ну и нефть плюс, как мы видим, тоже подросла немножко, все-таки 96 удерживает. В общем, вот эта вот зона, где вот мы смотрели 57 и цель была,
становится вполне себе достижимо. То есть где-то 57,80, 57 ровно, вот в этой зоне еще можем оказаться. Но это пока идут, как говорится, еще экспортные продажи, да, то есть экспортеры продают выручку при налоговом периоде, который 25 августа будет пик на следующей неделе. Поэтому как бы здесь есть еще момент укрепления, но я думаю, что возвраты сейчас к 60, они как бы остаются все равно в силе. К 60 будут пытаться доллар возвращаться. Ну и, естественно, рано или поздно мы выйдем на 63, 50, 64. Это очевидно. Так, евро-рубль. Ну вот он и пришел вот к этой как раз поддержке. И 58-60 как раз где цель. То есть, ну вот здесь, скорее всего, тоже будет приостановка. Ниже, наверное, я думаю, вряд ли будет. А вот биткоин, господа, отреагировал вообще же скач. Откатился аж даже с пробоем 22 тысячи. Вот здесь я думал, что он будет все-таки пытаться удерживать. Но понятно, что я уже говорил, что так как ставку начинают продолжать поднимать, для криптовалют это не несет ничего хорошего. Диапазон вот этот 24 600 все равно остается на возврат, то есть к 25. Но откат сейчас вот может, я думаю, что скорее всего может обратно вернуться за 22 тысячи еще вполне. Дальнейшее погружение будет зависеть уже больше скорее от ситуации с этим симпозиумом, который произойдет, собственно говоря, на следующей неделе. И вот там вот, я думаю, как раз очень многое может повлиять на криптовалюту, на именно, скажем, на динамику, да. Но я почему-то уверен, что 22 тысячи восстановят. Пока это все равно восходящий тренд, даже чисто технически. Опять же, да, не дало у нас опять, лои подтягиваются все равно. Посмотрим, конечно. Сейчас S&P может поехать вниз, не знаю, продолжит при этом тогда падать, как говорится, биток и дальше. Но 21 600, если пробьет, там цели у него уже ниже 20 500, а годовая уходит вообще на 18 500. Ну, не знаю, не знаю. Мы когда-то в свое ждали время вот здесь на 18 тысяч, да, вот ждали, что может туда прийти. И, по-моему, еще там было еще ниже. Ниже там, по-моему, вообще в районе 14 тысяч. Но это маловероятно сейчас при нынешней ситуации. А вот удержание на 22 тысячи, я думаю, более вероятно. Поэтому, скорее всего, на 22 он откатит. На этом, господа, пока все. Дальше уже будем смотреть все в прямом эфире. Ждем. Вот он, открылся рынок. Сегодня у нас еще выходили данные. Просто не успеваю сегодня все посмотреть, господа. Не успеваю. Так, сейчас скажу. Там у нас сейчас еще и будет ФРСник поступать. Баркин, да? Ну, во-первых, число активных буровых установок посмотрим. Сегодня, в принципе, больше никаких новостей. Сегодня особо больше никаких новостей и нету. Все. Как бы сегодня все, что есть, отработали за эту неделю. Так что, скорее всего, 4600 мы пробьем, 260, вернее, пробьем вниз. Вот сейчас мы открываемся 256. И я думаю, что на 220-200 мы вполне можем опуститься, господа. Так что ждем снижения по рынку. Дальше уже все в прямом эфире.